Вот, у меня уже начиналось заражение костей, шло уже вплоть до того, что ампутация, уже грозилась ампутация ноги. Но благодаря вот этой клинике я надеюсь, что я буду бегать, ходить, и у меня жизнь наладится. Без вот этих ходунков, без костылей, и я буду вести полноценный образ жизни. Я так надеюсь, что будет все хорошо. Меня зовут Хомякова Налия Муратовна. Мне полных 69 лет. Я приехала с Киргизии, города Карабалта. Дома управлялась по хозяйству, споткнулась об правую ногу и упала. И получила, что поломала шейку бедра. Вот, в 2 местах в основном. Шейку бедра и еще центральную какую-то там кость, не знаю. Дали заключение. Увезли меня в Бишкек. Я почти неделю лежала, больше, наверное, лежала на вытяжке, выравнивали мне ногу. Потом начали операцию не по замене сустава, а они пришли к выводу, что поставить пластину мне металлическую. И поставили эту пластину, не поднимаясь. Я лежала 6 месяцев, не поднимаясь. Мой муж ухаживал 6 месяцев. Но потом потихоньку начала подниматься. А когда поднялась, обнаружила, что с правой стороны вылезла шишка. Непонятно какая. Я позвонила врачу, он сказал, что это ничего страшного, рассосется. Мазала мазями, принимала какие-то меры, но было все бесполезно. Он мне сказал: приезжай срочно, будем смотреть. Приехала, он посмотрел, сказал: срочно надо госпитализация. И буквально мне тут же положили, и в течение недели вот взяли анализы, все посмотрели, и мне сделали операцию. И поставили протез. Правда, я не знала, какой протез. Поставили, но приехала домой, вроде ничего так. Буквально на 3-й день меня подняли. Я начала ходить, я так радовалась. По коридору ходила, там все такое. Вроде ничего, неделю их. А потом резко раз и все. Резко все. Я не стала ходить, боли адские пошли. Ночами я не стала спать. 2 раза я ложилась опять в больницу повторно. Говорит, все нормально. Но воспалительный процесс шел, от чего не знаю. Я все мучаюсь, сижу на обезболивающих. Раньше хоть я как-то двигалась, я вообще сейчас не могу двигаться. Я просто настрадалась этими болями. Дочка нашла в интернетах, в этих сайтах. И вот мы теперь здесь, благодаря дочке, зятю моему, людям, которые сейчас нам помогают. Клиникс Он-Кол посоветовала нам клинику Туран-Туран. Нам посоветовали еще, что вроде там хорошие врачи, и они устранят мне вот эту вот проблему. Так что мы перед тем, как сюда выехать, в эту клинику, у нас была беседа по телефону. С врачами разговаривали, с переводчиком, который нам переводил все. Вот, благодаря ему мы все вот это понимали. Вот. Его звать Ильдар. Ему особое большое спасибо, что он нянчится с нами. Очень хорошо нас встретили в аэропорту, это самое главное. Ну, мы, конечно, ожидали, что это тяжело будет, но нам не оказалось тяжело, оказывается. Которые указали нам по WhatsApp, вот это, куда нам идти и кто нас будет там ждать. И мы быстро это все нашли. Моя фотография была у этого человека, и нас он уже ждал. Потом нас посадили в шикарный лимузин, там вообще как в сказке. Нас уже ждали. И поселили нас в шикарном номере. Нам нравится. Тут все хорошо. В общем, все, что нужно, очень все хорошо. И вообще персонал очень отзывчивый, хороший, весь молодой. Вот. Самое главное, приветливый, очень приветливый. Аж приятно даже и ходить в эти кабинеты, заходить, и такое тепло от всех людей идет. Пришли 2 врача, просмотрели мои опять повторно снимки и пришли к своему выводу. Вытащат этот сустав и будут прочищать, воспалительный процесс убирать полностью, чтобы только вот уже конечный результат и был хороший уже. Я уже на все согласна, вот правда вот. Я поступила сюда по замене сустава, потому что мне не оказали ту помощь, которую я хотела получить у нас в городе Бишкеке. Приехала я сюда с большой, конечно, проблемой. Вот, у меня уже начиналось заражение костей, вплоть до того, что ампутация, уже грозилась ампутация ноги. Но благодаря вот этой клинике быстро все, 11-му прилетели, 12-го сдали анализы, и 13-го меня сразу положили на операционный стол. Все операционно, все быстро. Вот. Поставили мне протез бактериологический какой-то. Ну, я первый раз такое сталкивалась с этим, что такие есть, оказывается, протезы.
Вот. И я с этим протезом начала ходить. 6 недель ходила с этим бактериологическим протезом. Таких болей особых, как раньше было, не стало, конечно. А то сидела я на диклофенате в основном, на уколах. Вот. Сейчас таких болей потом с этим протезом не было. Настала у меня вот повторно еще одна операция. Надо было удалять этот протез, потому что с ним постоянно ходить было нельзя. Надо было ставить основной протез. Вот. Операция шла 4 часа. Получилось то, что я переживала, то, что вот это получилось как-то, получилось нормально все. На второй день подняли меня, вставай, вот, с этим протезом родным, который у меня теперь уже пожизненно будет стоять, и уже потихоньку начала ходить. Так что все хорошо. Вот, сегодня уже 5-й день, я уже потихоньку уже хожу. Болей таких особых нету. Персонал очень хороший, девочки все отзывчивые, вежливые. Так что врачи тоже очень хорошие, очень хорошие. Кайхан Туран, очень приятный такой, улыбающий. В общем, к себе он как располагает, доброта какая-то от него идет. Так что нам понравилось, честно говоря. У нас такого нету. Так что, не знаю, нам понравилось. Я надеюсь, что я буду бегать, ходить, и у меня жизнь наладится. Я так надеюсь, что будет все хорошо. У меня есть мечта, конечно, то, что выйти на своих ногах в люди, нарядиться красиво, привести себя в порядок, вот, и пойти походить по тем местам, где я раньше ходила, посидеть с теми друзьями, где я раньше сидела, без вот этих ходунков, без костылей, и я буду вести полноценный образ жизни.